Всем привет! Вы на канале Realistic PES. Новый сезон в eFootball 2023 стартовал неделю назад, и за все это время нового контента в игре нема. Точно так же, как и каких-либо новостей со стороны Konami, хотя бы на официальном сайте или в Twitter аккаунте. Также нема. Но в то же время, медленно, но верно, мы приближаемся к тому самому числу, которое для Konami имеет самое важное значение, поскольку 18 мая мобильной версии игры стукнет 6 лет с момента ее релиза, и к этому дню Konami хотят подойти с помпой. Соответственно, в eFootball будет специальная кампания, которая будет посвящена всему этому событию, и я предполагаю, что по-настоящему новый сезон начнется именно уже в этот четверг, о чем и предлагаю поговорить. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Друзья, сейчас мы все с вами находимся в такой ситуации, когда в Steam тяжело приобрести игру или банально пополнить счет для доната в тот или иной проект, в нашем же случае в eFootball. Однако у меня есть для вас решение. steamkupikod.com. Отличный сервис для пополнения вашего аккаунта в Steam с наименьшей комиссией на рынке, меньше чем у Kiwi и перекупов на разных площадках. А если вы авторизируетесь на сайте с помощью своего телеграм-аккаунта, то получите на свой аккаунт дополнительных 50 рублей. Для зарегистрированных пользователей сайта действует постоянный кэшбэк с каждого пополнения. Но как же пользоваться этим сервисом? Все очень просто. Указывайте свой логин Steam, вводите необходимую для вас сумму и выбираете способ оплаты. А при использовании моего промокода Realistic комиссия на пополнение составит всего лишь 16% вне зависимости от суммы, которую вы выберете. Быстро и самое главное, надежно. Но поторопитесь, ибо действие промокода ограничено. Помимо помощи с вашим пополнением Steam, также ребята могут предложить карты пополнения для турецких аккаунтов Steam. А если учитывать, что уже с 15 числа в Steam проходит отдельная акция, посвященная спортивным играм, воспользоваться сервисом Steam Купикод самое время. Также у ребят есть полезные соцсети, в частности Telegram и группа ВКонтакте, где ежедневно публикуются игровые новости и проводятся разного рода конкурсы. steamkupikod.com. Ссылка в описании. Как бы громко это ни прозвучало, но я все же рискну это сказать, потому что, мне кажется, что так оно и есть. Что для разработчиков сейчас именно дата релиза мобильной версии игры важна, чем, я не знаю, там, десятилетие, 20-летие, может быть даже и 30-летие всей серии PES. Но если вспоминать еще тот самый первый релиз мобильной версии PES, которая по части онлайн составляющей, а не предыдущих там 12, 11, то и тогда релиз не отличался чем-то особенным. Konami лишь выкатили небольшую кальку MyClub только для мобильных устройств, особо не сопровождая это никакими ивентами или еще чем-либо отличительным, что хоть как-то могло отличаться от тех же консолей и ПК. И ваш покорный слуга еще в 2017 году отзывался об игре прохладно. Я не хочу сказать, что игра ужасна. Для кого-то она даже неплохая. И в отличие от FIFA Mobile, она и в графике получше, и в движке. Пишите в комментариях, если хотите увидеть ремейк этого ролика на втором канале. И все это не безразличие со стороны Konami к мобильной версии PES вызвано тем, что именно она за последние несколько лет и составляет основную выручку, что раньше серии игр PES и что сейчас eFootball. Поэтому неудивительно, что они хотят подойти к этому дню со всей торжественностью и конкретно в игре устроить праздничную кампанию. А поэтому вполне не исключено, что вместе со стартом новой кампании в игре будут доступны и всякого рода бонусы. Например, бесплатные паки с какими-нибудь легендами. В игре происходит такое крайне редко, но когда происходит, Konami не скупятся на раздачу легендарных карточек. Учитывая, что база данных игры то и дело, что пополняется легендарными футболистами, которых мы не факт, что увидим когда-либо в обычных паках. И как раз таки сегодня стало известно, что внутри файлов стимовской версии eFootball 2023 были обнаружены новые файлы под названием King, что якобы недвусмысленно намекает. Некоторые связывают эти файлы с eFootball 2024, но также нельзя исключать, что возможно это отголоски обновления, которое может появиться в предстоящий четверг. То есть важная дата для Konami, праздник, 6 лет, старт новой кампании и возможно обновление.
Касаемо второго, опять же, не факт, возможно, этого и не произойдет, но шансы более чем присутствуют. Соответственно, никуда не обойтись и без обновления уже всего того контента, который и без того присутствует в игре. Обновление эпических паков, ивентов, ну и так далее. Что же касаемо эпических паков, кого стоит ожидать в четверг, то точной информации на этот счет немного. Но по разным сообщениям от блогеров, игроков и в целом инсайдеров внутри нашего комьюнити, весь взор направлен на игроков Интера и Ромы. Но учитывая, что итальянские клубы как-то аккуратно обходят стороной в последнее время, я бы не был так уверен, но в то же время все возможно. И может быть уже в четверг мы наконец-таки встретим Адриана. Вот мы и снова нагнали воды касаемо контента, который стоит ожидать в предстоящий четверг. Да, получилось немножко сумбурно, потому что кусочки информации присутствуют то там, то и здесь, и не факт, что каждая из представленных новостей обязательно сбудется, поэтому это тоже учитывайте. В комментариях же под этим роликом я буду ждать ваше мнение касаемо предстоящего контента в четверг, что же представит Konami в день 6-летия мобильной версии eFootball. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, потому что ваша активность — это двигатель прогресса как для роликов, так и для канала соответственно. Всем спасибо за просмотр и вашу активность, желаю вам всем удачи и услышимся уже скоро. Всем пока!